Итак, друзья, доброе утро. Ой, доброе, отличнейшее субботнее утро в Петербурге. Сегодняшний стрим начну со строк петербургского поэта, нашего современника Романа Гонзы. От гражданки до просвета, за рулем кабриолетом, чу быстрее полета пули Клинта Иствуда в натуре, через страх и отвращение по пустыням русских гетто. Элегантней Джонни Деппа, выжму газ, зажав сцепление, и отправлюсь в приключения. От просвета до гражданки я опасен как мачете и свиреп как дикий джанки. Такой вот у нас эпиграф к сегодняшнему стриму. Действительно, прогуляемся от станции метро Гражданский проспект, от района Гражданки, так называемой, до станции метро Проспект Просвещения. Да и в целом я тот район называю просто Просветом, хотя я знаю люди, которые Просветом называют в целом весь проспект Просвещения. Проспект Просвещения у нас берет начало, там пересекается, точнее берет свое начало, пересекается, не знаю как правильно, проспект Руставели, назван в честь, по-моему, да, грузинского поэта Шота Руставели. С этого места проспект Просвещения начал свое развитие строительства. Гражданский проспект тогда уже был, станция метро уже была, по-моему. Нет, метро еще не было. Станция метро Гражданский проспект была открыта, по-моему, в 78-м. А проспект Просвещения в 88-м открыли. Но строительство всего этого проспекта и, соответственно, районов началось в начале 70-х. Имя проспекту дали в 72-м. Назван в честь... Пойдемте тогда уже по проспекту, я к Руставели не пойду. Назван в честь работников искусства и просвещения. Это как улицы, которые пересекают проспект Просвещения, так и прилегающие к нему. Сильно мне вам рассказать, что изменилось на проспекте Просвещения там за 50 лет, мне вам нечего. На самом деле, возможно, это будет даже ориентировано видео для тех, кто жил здесь некогда, да, и уехал или переехал в другой район. Мы находимся, кстати, кто сейчас это не в курсе, что такое Просвет, что такое Гражданка, кто не из Петербурга, мы на севере города. У нас по правую руку там еще один проспект Суздальский. Это прям граница города была. Там ближе к Просвету уже граница города смещается в Парнас. Станция метро Парнас, район Парнас. Там на север немножко ушло. Но тогда, да, в 70-е, 80-е годы там была промзона, да и 90-е. Промзона, и, соответственно, городом, так можно считать, жилой части его не считалось. Ну, в общем, вся жилая застройка упиралась в проспект Суздальский. За нашей спиной проспект Руставели, а заканчивается проспект Просвещения на Выборгском шоссе. Да, всем привет. У нас такое немножко окно в погоде образовалось без дождя, поэтому идем. В любой момент может блевануть, но черт с ним. У меня есть зонт. Я тут вообще думал, пойду в дождь, уже одел дождевик, одел сапоги стильный, модный, молодежный. Выхожу на улицу, а дождя и нет. Пришлось быстро идти переодеваться, но хотя бы зонт есть, ладно. С левой руки у нас район
просвета проспекта Просвещения ограничивается Муринским парком. Там проспект Луначарского. Соединяет проспект две ветки метро, два района города, это Калининский и Выборгский. Из интересного, вот смотрите, у нас сейчас по левую руку вот этот вот образец кубизма. Ну, я его так называю. Вот дом как будто бы из кубиков сделан. Вот с этими выпирающими частями. Где-то читал когда-то, что это так называемый тихий дом. Тихий дом, а тихий по причине того, что экспериментально в нем ставились в окнах 3 стекла. Такие вот были советские стеклопакеты. Ну, 3 рамы. 3 рамы получалось. Тут, видимо, и теплоэффективность, и по шуму. Из интересного, на проспекте есть трамвай. Он практически по всему проспекту Просвещения, по крайней мере, вот соточка, да, там она по Руставели идет сначала, потом выезжает на проспект Просвещения и прямо до проспекта Энгельса. Это там, где метро синие ветки, проспект Просвещения. Очень много будет повторяющегося сегодня, потому что названия дублируют друг друга. Там трамвайные пути делают поворот направо-налево на проспект Энгельса, а уже от Энгельса до Выборгского шоссе, до Хошимина там, ну, автобусы, троллейбусы, маршрутки. Наверное, сможем заметить, как менялась архитектура, ну или хотя бы дома советского периода, потому что проспект Просвещения тоже застраивался, скажем так, районами, что ли, кварталами. Сначала от Гражданского проспекта, ну, точнее, даже от Руставели до Гражданского проспекта, через пару лет от Гражданского проспекта до Культуры, ну и так далее. И вот все десятилетие проспект застраивался, вот дошел как раз до Энгельса, там станция метро проспект Просвещения открылась в 88-м. Только лишь в 88-м, ничего себе. Ну, короче, тут все строилось, достроилось. В целом район интересен, да и вообще в целом, общем и целом, север города для меня был всегда зеленее, чем юг. Хоть и на юге города больше каких-то парков, но они как-то локально собраны, а вокруг них ничего, зелени никакой не было. А вот на севере города, и вот то, что мы там слева у нас, Муринский парк, он достаточно вытянут, он тоже от Руставели идет буквально до Светлановского проспекта, там, ну, я бы сказал, да, можно считать до Озерков, потому что там плавно перетекает парк Сосновку. Вот. Там вот в конце дороги виднеются тоже уже дома, это у нас Ленобласть. Там начинается уже Всеволожский район, и те дома находятся в области. Там у нас, я так и не понимаю, поселок ли это или город Мурино. Всем здравствуйте, здравствуйте. Всем привет. Конечно, тут застройка была уже и в 90-е годы, и в 2000-е, и сейчас. Особенно сейчас вот справа, да, вот эти вот высотки через дорогу за Океем.
это уже какие-то поздние 2000-е. А слева, да, вот за этим желтым зданием НИИ электромера, где разрабатываются всякие приборы измерительные и для флота в том числе. Вот домик, буквально последний год, как вот тут появился, ну там последние годы, за НИИ достраивают дом. То есть на самом деле сам район, сам проспект проектировался, как по мне, очень грамотно. То есть здесь было чередование жилой застройки с какими-то парками. То есть один квартал отдавался прямо под парк. Ну, естественно, что в Москве тоже есть улица Руставели. Я еще удивлю вас, наверное, в каждом городе России есть улица Ленина. Вот чудеса. Так. Без обид только, без обид. И вот как раз вот этот ДНИ. Так, Максим С. Большое спасибо. Донаты не озвучиваются, так как у меня петличный микрофон подключен радио. И когда он подключен, то звук почему-то в трансляцию не идет. К сожалению. Кстати, очень забавно, что вот этот ЖК, который строят, возможно, даже это какой-нибудь там апарт-отель будет. Ну, в общем, они фасады желтым в поддержку, и эти колонны в поддержку НИИ электромера. Вообще, в целом, весь район севера города, это вообще красные ветки, это все какие-то институты и НИИ были в советские годы, в советское время. Очень много. Тут прямо, ну, такой, не знаю, как будто научный кластер какой-то формировался. И это хорошо. Из того, что точно я знаю, изменилось и прямо уже давным-давно нет. Это вот мы видим, я вам сейчас показываю с правой стороны через дорогу, открылся новый торговик Прометей. Название его не случайно. На этом месте в советское время был кинотеатр Прометей. Такой, скажем, типового, не знаю как, типового проекта, вот как все кинотеатры. Нам по пути еще несколько встретится зданий кинотеатров. Какие-то кинотеатры вот на юге города, где на проспект Ветеранов, я знаю, какой-то ресторан переделали, какой-то переделали в фитнес-клуб. В Автово там, по-моему, какие-то торгаши сидят там с офисами. Вот на этом месте был кинотеатр Прометей. Перед кинотеатром был установлен памятник Прометею. Прометей, там он огонь крадет. Памятник перенесли чуть дальше. Мы мимо него пройдем. Слава богу, хоть его оставили. Да, тут у нас дождь накрыл вообще, по-моему, весь северо-запад. Какой-то дикий циклон пришел. Но вот у нас пока есть окошко, мы гулям. Гулям-лям-лям. Очень много на районе, по крайней мере, ну не вдоль проспекта, там во дворах домов брежневской эпохи 80-х годов, так называемые корабли. Ну, может быть, встретим, я вам пальцем ткну. Но я их уже вижу, но они не рядом с нами. Я вижу их крайние этажи там за деревьями. Сейчас вам, возможно, прочитаю про название улиц. Сейчас найду. Давай, грузись.
Так вот, что тут пишут, что тему просвещения в названиях северных новостроек следовало подкрепить именами выдающихся личностей, которые с точки зрения городских властей способствовали успехам в образовательной сфере. Поэтому тем же Октябрьским постановлением 70-го года были утверждены названия улиц Ушинского, вот мы прошли уже, Ольги Форш, Брянцева, затем появились улицы Руднева, Кустодиева, Ивана Фомина, Есенина, Черкасова, Симонова, Шостаковича. Какие-то пересекают проспект, как я вам сказал, какие-то находятся подле него. Обратим внимание, что среди перечисленных выше лиц все, кроме Ушинского, творили в советскую эпоху. Кто-то совсем немного, как Есенин, а кто-то всю жизнь, как же выбирали деятелей культуры и просвещения для увековечивания. Понятно, что все они должны были иметь заслуги перед советской властью, тем более, что в 70-м году страна отмечала столетие со дня рождения Ленина. Заслуги Александра Брянцева и Ольги Форш понятны. Брянцев в 22 году создал в Петрограде детский театр, первый не только в стране, но и в мире. А Ольга Форш написала первый советский исторический роман «Одетый камнем» и первый советский исторический киносценарий «Дворец и крепость». Николай Черкасов, сыграв Александра Невского в одноименном фильме Сергея Эйзенштейна, создал канонический образ полководца. Именно профиль Черкасова изображен на ордене Александра Невского, учрежденном в 1942 году. Николай Симонов создал канонический образ основателя Петербурга Петра I в киноленте режиссера Владимира Петрова. Понятен и выбор Дмитрия Шостаковича, автора 7-й симфонии, исполненной 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде. Но чем обусловлен выбор архитекторов Льва Руднева и Ивана Фомина и художника Кустодиева? Сейчас вам расскажу. Дело в том, что все они занимались обустройством Марсового поля как памятника жертвам революции. Надо сказать, что полвека назад почему-то забыли про художника Владимира Конашевича, или улицы для него не нахватило. Эту несправедливость исправили несколько лет назад, назвав его именем сквер, примыкающий к улице Ивана Фомина и проспекту Просвещения. Что же касается Ушинского, который умер в 1870 году, когда в Симбирске только родился Владимир Ульянов, то его включили в список за его прогрессивные взгляды на педагогическую науку. Естественно, с поправкой на время и тот факт, что отец Ленина Илья Ульянов очень ценил труды Ушинского. Кроме того, жизнь Ушинского вообще была тесно связана с нашим городом. В когорте деятелей культуры, имена которых получили улицы северных новостроек, оказался и мексиканский художник Сикейрос, который, по его собственному признанию, занимался политической живописью. Известен он также и как один из участников покушения на Льва Троцкого. И совсем особняком стоит на карте района имя большевички Жени Егоровой, которую за ее неуемную энергию и бесстрашие назвали Стенькой Разиным Выборгской стороны. Как и многие представители Ленинской гвардии, сталинских репрессий она не пережила, была расстреляна в 1938 году. Ну и, наконец, иногда можно услышать «А Хошимин-то тут при чем?», да? Многие до сих пор не знают, как правильно пишется название этой улицы, а раздельно или слитно. Отвечаю, слитно, потому что она названа не по имени вьетнамского политического деятеля и, кстати, поэта Хо Ши Мина, а переименованного в его честь города Хошимина, бывшего Сайгона. Вот так, друзья. Больше постараюсь исторических историй не озвучивать, но исторический экскурс нам был необходим, чтобы понять политическую доктрину развития района. Политика политикой, а жить-то здесь людям, как говорится, правильно же? Ну и для людей здесь тоже по всем этим советским
правилам, что ли, или как. Когда проектировались районы, то есть в каждом районе есть, в каждом, точнее, районе, в каждом дворе есть садик, а то и школа, а то и 2 садика и школа. То есть все рассчитывалось. Все рассчитывалось и, что самое главное, выполнялось. Здесь мы сейчас стоим на перекрестке со Светлановским проспектом. Люди нетерпеливые. Ну и как вы можете оценить, сами проспекты достаточно широкие. Ну, по крайней мере, вот основные. Разрешают перейти. То есть здесь и большое расстояние от домов до дороги, и тротуары широченные. И сразу же при строительстве домов первые этажи, ну, наверное, глупо сказать, что под коммерцию строились, но под торговлю. Хотя вот сейчас у нас, сейчас через дорогу вам показываю, обыкновенная панельная 9-этажка. И в ней буквально все квартиры на первом этаже вдоль проспекта переведены из жилого в нежилое. И открыты какие-то магазинчики. Я смотрю, тут и оптика, и булочная, и какой-то промтоварный магазин. Так, что там еще? Цветы. Зоомагазин, аптека. То есть, в принципе, все, что для жизни надо. И вы по пути до дома, забегая в них, в принципе, все затариваетесь. Да? Тут слева, что есть, салон штор, декор, двери. Улыбка радуги — это что, всякие мыльно-рыльные и косметические средства. Во дворах есть поликлиники. То есть тут как бы вообще без проблем. Так, друзья, кто еще там в чате живой, что-нибудь черканите, пожалуйста, а то у меня чат что-то не двигается. Или вы не пишете, правда? Ладно, сам проверю. Остановочка, чтобы проверить трансляцию. Так, мы тут, отлично, спасибо. Да, трансляция идет. Отличнейшее серое низкое петербургское небо. Да, Игорь, так точно, сезон дождей, непрекращающихся. Тоже так забавно, что здесь панельки соседствуют с кирпичными домами. Уж не знаю, насколько
они во времени отделены друг от друга. Но такое ощущение, что панельки это там 70-е, 80-е. А вот справа кирпич, это какой-нибудь, возможно, даже уже 90-е годы. Хотя на них не написано. Я сейчас гуглить не буду. Вот сейчас даже между домами там виднеется голубенькое здание двухэтажное. Это наверняка садик. Садик. Как вот и вдоль проспекта очень много зелени. Ну, по крайней мере, здесь вот кусты сирени. Впереди нас ждет, кстати, вот сейчас на следующем перекрестке целый пруд. Таких здесь будет на нашем пути несколько. То есть даже место, где выйти погулять как будто бы на природу, тоже есть. Ну вот, кстати, справа, девятиэтажка, это вот тот самый Брежневский корабль. И слева дома, которые строились по проекту, скажем так, с несущими перегородками, а внешние фасады навешивались. То есть фасад несущей функции никакой, как ни странно, не несет. Это у нас как раз сейчас Ольги Фош, перекресток, улица Ольги Фош. Здесь на районе очень много техникумов. Как, наверное, сейчас их переименовали колледжи. Я бежать не буду, мы тут постоим, поозираемся. Уже осень начинается, вот как видно, краснеют листья на деревьях. Вот слева, да, пустырь, да, можно так назвать. Это вот тот самый парк, про который я говорил. Я даже не знаю, есть ли у него какое-то свое название. Скорее всего, его обозвали в последнее время, это сад Прометей. Сад Прометей. А справа, через дорогу, вроде бы как бы тоже как будто пустырь, но сейчас торговик построен. Здесь северный универсам. То есть синий слева, по-моему, перекресток построили, а за северным универсамом там конькобежный стадион имени Шилкова. Или Шилкова, но не суть. Там же за ним колледж метростроя находится. Ну и сейчас привернем в сад Прометей. Дойдем до прудика, до водички. Ну и там же я вам покажу ту вот скульптуру похищения огня Прометеем, который некогда стоял напротив некогда существовавшего кинотеатра Прометей. В целом, вот даже вот это место, где сейчас мы идем, и вокруг парка дома, до метро недалеко, прям хорошее место. Так, здесь какой-то аллея памяти медицинских работников, проявивших самоотверженность и героизм в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Да. Нас еще эти отголоски долго будут сопровождать. Здесь не так далеко, ну, там вот на проспекте Луначарского, точнее даже между Луначарского и проспектом Северным, там где парк Муринский. Почему Муринский? Потому что Муринский ручей. Там очень много медицинских учреждений. Там и областная Ленинградская больница, ну и районные. Ну и там профильные, скажем так, узкоспециализированные. Ссылки, друзья, на донаты в описании. Каждый донат будет отображаться на экране. Там что Donut Alerts, что Cloud Pay. Поэтому не забывайте подписываться. Тому каждая персональная благодарность. Вот, приходим сюда, кормим уточек. Тут есть водные курицы, как я их называю. Сейчас я приближу. Вот это вот тут стоит черная. У нее клюв как у курицы, а и ласт нет как таковых. Но я даже не помню, как они называются. Я как-то искал уже, находил, но забыл. А рука трясется, извините. Утки даже тут на вольном выпасе по газонам шастают. Конечно, не обошлось без ресторанных историй. Прямо на территории парка здесь, по-моему, Баден-Баден называется. Но такой органично вписанный. Вот вокруг засаженный зеленью, и в принципе неплохо. Красиво еще цветут пока цветочки. Ярко. Ну и вот уже наш Прометей. Так, Алексей, не понял вашего комментария. Мы на самом деле много чего прошли. Но почему именно его вы решили озвучить, мне странно. Ну, пьедестал, кстати, по-моему, поменяли. Не было такого. Так, здесь уже у нас подходим к улице Демьяна Бедного. В целом, наверное, давайте я вас проведу, покажу дворы.
здесь на перекрестке перейдем на светофоре и нырнем во двор. Или нет, или не надо, не стоит, как. Давайте, у нас пока красный горит. Давайте небольшое голосование, может быть. Идти во двор, не идти. Да, нет. Это пожарные едут на вызов. Ну вот, Антонина, спасибо за ваш голос. Скажите, что это было несложно, не больно. Когда едешь на трамвае, то все названия остановок дублируются именно по названию улиц, пересекающих проспект Просвещения. Так что вы там плюс-минус не проскочите. Так, здесь давайте в арочку зайдем во двор, чтобы весь дом не обходить. По-моему, как раз во дворе этого дома, ну, вот в этом квартале, скажем так, есть одна из поликлиник, по-моему, 96-я, и остановка общественного транспорта, так называется, поликлиника 96. Зеленый двор. Вот слева странное здание. Какое-то промышленное, но, наверное, какая-нибудь, моя догадка, здание АТС, возможно, было. Хотя, что мы сейчас в интернетах посмотрим, кто ты, что ты. Опять же, если скажет, может же не сказать интернет. Так, организация в здании. Непонятно. Что-то монтаж, инженерия. Так. А если скопировать адрес и по адресу поискать. Ананьевская АТС. Во! Я был прав. Построено типовой проект, поэтому я ее и узнал. 77 год. Сайт проекта Петербурга классифицирует здание как АТС третьего поколения. Эта серия строилась начиная с 77-го и представлена в городе лишь двумя зданиями. Вторая идентичная данная расположена по адресу Ленинский проспект 106. Здание выполнено из красного кирпича. В этой серии на фасадах впервые появляются маленькие окошки с обрамлением из бетонных плит. Конфигурация здания, в отличие от других серий, не была подвержена доработкам и сохранилась в первозданном виде до настоящего времени. А вот так. Друзья, про
АТС. Про АТС. Вчера был на разведке на улице Некрасова, Некрасовская АТС. Как вот тут совпало-то, да? То здание, это если это 77-го года постройки, то там, где я был вчера, это здание конца 20-х, начала 30-х годов. Прям там 29-й, 30-й, там 33-й, когда заканчивали. Потому что это комплекс зданий, строили постепенно тоже АТС-ку. Сейчас как АТС, конечно, не функционирует, все оборудование вывезено и кем-то выкуплено, и там хотят создать новый культурный кластер. Конечно же, с едальнями. На первом этаже очень много террас у них. Планируют открывать крышу, возможно, в следующем году, потому что там крыша плоская, и можно отлично на ней проводить время. Тем более, что высота позволяет, она практически вровень с остальными зданиями дореволюционными, простыми доходными домами. Давайте еще чуть-чуть пройдем и на проспект выскочим. Вот. И про АТС. И вот у меня сейчас возникло желание сходить на старте вообще развития этого проекта, его снять. Ну и дабы потом через несколько, там, может быть, через год, через два сходить снова и посмотреть, как оно изменилось, в какую из сторон. Ну, слушайте, вот, ну это вот уже точно какое-нибудь начало 2000-х. Вот эти ЖК со своей огороженной, конечно же, территорией. Очень классно. Ну да, и вот эта вот коричневая четырехэтажная, это поликлиника 96-я. Здесь, кстати, должен быть, сейчас на проспект выйдем, то я со двора некоторые дома не узнаю, потому что лицевая их часть отделывалась каким-либо образом, а дворовая вот оставалась такое просто кирпичное. И со двора дом просто неузнаваем. Прям однотипен. Чего я хочу найти? Я хочу найти общежитие медицинское. Как же у него аббревиатура-то? Там медицинское общежитие. В общем, что-то после дипломного образования. Как-то так расшифровывалось. Вот там оно впереди. Интересно-то как бы как в чем интерес? В том, что рядом там планировали строить еще одну больницу, медицинский городок целый. А по факту никакой больницы, а многострадальный жилой комплекс с непатриотичным в современной России названием Лондон. Просто я помню, его еще начинали строить в годах где-то в начале 2010-х. Ну там плюс-минус. Ну, короче, в конце 10-х годов. А квартиры сдают только сейчас. Вот в наше время постепенно сдают корпуса. Короче, такой. Настрадались там покупатели. Но зато не где-то в глуши.
Впереди у нас большой перекресток с проспектом Культуры. Так, обернемся посмотреть, что мы пропустили, пока дворы шли. Да, сейчас звучит странно. Но тогда модно было. Ну как модно? Маркетингово привлекательно, да. Вот в том же Кудрово, да, есть ЖК 7 столиц. Ну и там как-то район поделен на кусочки. Ну и вот сейчас, конечно, хотя, казалось бы, да, там прошло, ну скажу, 10 лет, всего 10 лет. И как конъюнктура поменялась. Ну, к примеру, вот эти вот две свечки одноподъездных, это начало 70-х годов. Это проект там 72-73 года. Ну, построен-то, может быть, и попозже, но первые дома этого проекта примерно в те годы строились. Ну и по соседству в 2 раза выше что-то уже совсем современное. Ну и сейчас вот за этой мойкой, за оранжевой, там будет ночной клуб начала 2000-х, такой типичный образец архитектуры начала 2000-х, очень вычурный, инопланетный какой-то. Дорога уходит почти в никуда. Там выезд на кольцевую автодорогу, на КАД. То есть дорога уходит налево-направо, ну и там еще есть отвороточка под КАД в поселок Бугры. Там уже Ленинградская область, опять же. Ну а слева там, не слева, ну я налево показываю, там вдалеке лес виднеется. Это уже у нас парк Сосновка. Чисто географически мы, скорее всего, где-то посередине проспекта. Ну, по крайней мере, от гражданки до Просвета мы на экваторе. Так, тоже здание советской эпохи. Тоже когда-то был кинотеатр. Кстати, сейчас что-то из него сделали, пока не могу прочитать. Молодежный. Не вижу. Молодежный досуговый центр «Фестиваль». Отлично. А слева вот как раз начало 2000-х, это был ночной клуб «Лодка». Сейчас ночного клуба нет. Все это торгово-развлекательный комплекс ТРК. Да. Вижу ставки на спорт и все, а больше никого и нет. Походу ставки на спорт там сидят, конкурируют. Слушайте, наверное, фестиваль. Ну, опять же, почему фестиваль? Да потому что кинотеатр фестиваль был. Но такое ощущение, что он еще не работает. Его вот сейчас реконструировали. Территорию облагораживают вокруг. Это классно. Это классно. Вы вот меня все спрашиваете, а где люди-то? Где? Ну, не сейчас, а иногда там
в центре ли я гуляю, или не в центре, сейчас здесь по проспекту. Ну вот выгляните у себя дома в окно и скажите, где люди-то у вас там. Все дома сидят. Что тут толпами ходить? У нас сегодня не демонстрация. Вот это здание, это как раз общежитие медицинское. Я вот так и не понимаю, вот это после дипломной подготовки, это как? Это всякие... Что за... Кого тут учили? Переучивали или углубляли знания? А сейчас находится СЗГМУ имени Мечникова, кафедра семейной медицины. Это я тут с карты сейчас читаю. Да, слушайте, даже здание на самом деле, вот его правая часть и левая, вдоль которой сейчас идем, качество кладки кирпича, а тут не качество. Там плитку наклеили, а здесь без плитки. Вон оно что, Михалыч. Возможно, даже плитка была, потому что виднеются арматурины, за которые они держались. И их просто когда-то сбили и обратно не приделали. И все. И зачем? Ну да, как общага функционирует, потому что видно, вот тут балкончик, один из, там чьи-то носки висят, сушатся. А вот как должно быть. Понимаете? Это вот здание здорового человека, а это здание курильщика. Очень странно. Очень. Народа нет. Ну вот, друзья, суббота. Все по домам сидят. Вот прибежали в большой перекресток, закупились, возможно, еще вчера, и сегодня отходят. Ну, не отходят, это я уж так говорю. Ну, в общем, чего им тут делать-то? Мы будем подходить ближе к метро, уже к просвещению. Вот там концентрация человеческих тел на квадратный метр будет возрастать. Так, кафедра медицинской косметологии. Учебно-клинический комплекс. Вот забавно, наверное, что вот этот с плиткой это учебный корпус, а слева общага вот в таком состоянии. Да. Ну и вот нам виднеется этот ЖК Лондон. Хочется спеть, как Богдан Титомир и как этого второго звали с еврейской фамилией. Группа Carmen. London Goodbye. То есть это не один какой-то домик, да, это вот вдоль проспекта, и они все уходят вглубь, и вон там туда-туда. То есть целый квартал это один ЖК со своей внутренней территорией, со своими паркингами, там что-то прям вообще. Проект-то, конечно, грандиозный с одной стороны, но реализация, и это какое-то, получается, пятно, что ли, на районе. Там вот впереди, конечно, тоже домик. Давайте я вам сейчас пока светофор покажу, приближу. Видите? Да, вот это вот тоже начало 2000-х годов застройки, скорее всего. Так уже никто не строит. Строят как-то так. Но то, что... Ой, зонтик упал. Но то, что вот это вот все красочное такое и яркое, с одной стороны, да, плюс. Но посмотрите вокруг. У нас все не яркое.
далеко. Так, давайте я здесь, хочется сказать, с вашего позволения перейду дорогу, но я, конечно, что-то никого не спросил. Ну вот, Данил лежит дома, не выходит. Вот все правильно. И так большинство. Зря я там стоял, надо было переходить, а потом бы мы тут перешли. Ну, ладно. Перейду дорогу, потому что у нас там впереди еще один парчок будет. Там уже чуть ближе к метро, к проспекту Просвещения, будут улицы, как раз больше связанные с именами людей не просто просвещения, да, там учебы, а культуры. Да, Шостакович, музыка, Есенин, поэт. Ну и вот такие. И там, по-моему, парк имени Есенина. Хотя нет, парк имени Есенина у нас на Дыбенко. На Дыбенко. Так, сейчас мне надо тут перебежать дорогу. Успеть. Кстати, все лето делали ремонт трамвайных путей. Всем привет из Москвы. Привет. Ремонт трамвайных путей. Очередной. И вот сейчас как раз соточка проезжает мимо, новенькая. Ее практически не слышно. Потому что какие-то там бесшумные плиты клали на резиновой какой-то подушке. Так, хочу посмотреть, как парк называется. Сад. Ивана Фомина, да, и улица Фомина. Да. А следующая улица Есенина. Поэтому я что-то Есенина хотел назвать. Так. Симонова. Улица просто композиторов. Будет. Шемина. Асафьева. Композиторов продолжается. Здесь поэтический бульвар есть недалеко. Так, какие еще названия? Сиреневый бульвар. Придорожная. Так, про Кустодиева я говорил, но не суть. Это к чему я пытался подвести? К тому, что по названиям улиц или там по тематике в Петербурге есть такая закономерность. Вы плюс-минус можете определить, из какого она района. Потому что там район Автово, Ленинский, Ветеранов, а вот в ту сторону это все какие-то так или иначе связанные деятели или события с Великой Отечественной войной. Здесь вот на севере, в районе Просвета, это просвещение и культура. А есть Балканский полуостров, да, это район Купчино. Там вот все Софийское, Балканское, вот эта вся история оттуда. Плюс-минус. Ну, машин-то вот тут, смотрите, ну вот парковка, да, парковка у перекрестка. Пожалуйста. Ну да, не на крышах у друг друга, но, слушайте, стоят. Вдоль проспекта вон стоят. Ну и хотел вот издалека вам показать этот самый Лондон. Ничего себе, привет из Италии. Ну, Артём, мы вам это, мягко говоря, завидуем.
но не искренне. Шучу. Я погулял по Италии бы, поснимал какой-нибудь улицы Неаполя. Ну и, конечно, вот про контрасты, да, вот кирпичный дом, современный дом. Все вот эти дома новые, это монолитные так называемые конструкции, когда льются монолитные перекрытия, между этажами это все на колоннах или несущие стены, а все остальное заполняется кирпичом. Скорее всего, даже не кирпич, а газоблоки. Это могут быть газоблок, газобетон, пеноблок, как это ни назови. Всякие были. Ну а дальше это все сверху утеплителем, а после утеплителя навесные фасады с воздушной прослойкой. Вентиляцию устраивать. Так, друзья, кому интересны цены в Петербурге на продукцию? Клюкву продают 385, сливу, винограды. Кукурузы, причем винограды тоже разные. Сорта имеется в виду. Так, Светлана Орлова, вы затрагиваете скользкую тему, вы сворачиваете на неправильную дорожку. Мы рискуем войти не в ту дверь. Давайте так, Светлана, я вам отвечу. У меня встречный вопрос. Вот в Петербурге парадные. Почему у вас в Москве неправильно? Что вы себе позволяете? Ответ же очевиден, конечно же. Но повторяться мне не хочется. Забавные, конечно, архитектурные решения. Вот эти вот, там третий этаж, балкон застекленный, да. А по застеклению я могу понять, что одна часть вот это одна квартира, а справа маленький кусочек это вторая квартира. Ну и вот так же здесь застекленная и незастекленная часть. И вот, ну, когда у меня большой вопрос к архитекторам. Да, хотели сделать красиво, но... Так, подписались, отлично, спасибо. Ну, для меня остается только мечтой, но верю, что мечты должны исполниться. Да, давайте это, за сбычу мечт. Так вот, вопрос к архитекторам. Тогда я понимаю, они на всяких конкурсах архитектурных участвовали, премии какие-то получали. И вот самое главное, это должно быть красиво, да?
Но про функционально никто почему-то как будто бы не задумывался. Даже вот здесь сейчас я вам покажу, да, вот этот дом, который одноподъездник 70-х годов. Вот балконы, вот эти. А окна, так, где мой палец? Вот он. Ну, короче, окошки, которые справа от балкона, там подоконник, наверное, на уровне колена в комнате. То есть это вот от потолка и до колена окно. А дальше чуть-чуть и пол. Ну и дом такой угловатый. Соответственно, у тебя все комнаты тоже не стены, не прямоугольные, не перпендикулярные, не 90 углов, там, 90 углов. Углы не 90 градусов, а вот что-то, проблемы с расстановкой мебели. Но внешне красиво, соглашусь. Прямо класс. Но это жилой дом, господи, ребят. И вот много такого, много. Вот то же самое, что с этими балконами. Наверняка, когда это проектировали, был запрет в советские годы остеклить, да и даже, может быть, никто и не думал остеклять балконы. Но настали 90-е, очень много стало можно, чего было нельзя, и мы получили, что получили, точнее, что имеем. И все. И вся красота, вся задумка архитектора распалась, как стекло об асфальт. Все. Печалька. Вот абсолютно точно такой же дом, который вот мы сейчас смотрели, только из красного кирпича внешнего. Впереди у нас стеклянный торговый центр. Кто-то его по ошибке называет почему-то Токио. На самом деле он такого названия не имеет. Это всего лишь ресторан, который находится в нем. Помимо ресторана еще много чего. Тут и буквоед, книжный магазин, я смотрю, и хлебобулочная пекарня, и продуктовый магазин. Мы уже подошли к проспекту Художников. Тоже вот оцените ширину проспекта, газоны, деревья. Можно сказать, что вот эта правая часть вдоль домов, она такая южная. Ну, даже не южная, это скорее всего юг-то у нас вот там находится. Ну и солнышко весь день идет по часовой стрелке, и вдоль этого дома очень много солнца. Я к чему? Весной здесь все в цвету. Очень много высажено, ну, не плодовых, да, вишни, яблони, черемухи. Все это есть. И по весне здесь шикарнейшие виды. Все цветет, все пахнет с этим делом. Стартуем. На самом деле до проспекта Просвещения, до метро, до проспекта Энгельса, правильно сказать, уже нам остается не так-то и долго. Совсем шут-шут. Кстати, здесь уже, я смотрю, пошли другие панельки. Вот эти вот с зелеными балконами вдоль проспекта Художников. Такие, кстати, есть и на Гражданке. Но это уже там плюс-минус 80-е года проекты. Хорошие панельные дома.
хорошие, как минимум, там планировки неплохие. Кухни уже не маленькие. Совсем не знаю, какие планировки вот в этих кирпичных домах, потому что это не типовые, абсолютно не типовые дома. Ну, как и вот этот кирпичный. Эти дома, скорее всего, есть только в Петербурге. Очень сильно, скорее всего. И только здесь. То есть, когда проспект застраивался, здесь, конечно, ленинградские, правильно, наверное, так и называть, ленинградские архитекторы тут отрывались по полной. Так, а прогулка будет до метро Просвещения или весь проспект? Ну, сейчас по времени посмотрим. Слушайте, мы сейчас до Энгельса дойдем. А там, в принципе, даже, господи, до Выборгского шоссе там вообще мука по расстоянию. Поэтому, может быть, и до Выборгского дойдем. Тут уж как, давайте договоримся на берегу, что называется, сейчас. Пишите, пишите. Доводилось мне, кстати, вот в этом доме бывать один раз. Вот здесь, конечно, планировка очень странная. Квартира была, маленькая кухонка, с нее выход на балкон. Балкон узкий, объединен с комнатой смежной, получается. То есть окна комнаты выходят на балкон, балкон застеклен. Ну и такая прям темная квартира. Ну, во-первых, это окна были туда во двор. Какой-то низкий этаж, заросшие деревьями, окна все. В общем, темная квартира. Мне не понравилось. Подходим к улице Ивана Фомина. Как раз здесь у нас сад Ивана Фомина. Тоже пройдемся через него. Подойду к воде, к водычке. Ну и там двинемся уже через Есенина к проспекту Энгельса. Какие-то модные гриль-бары. Напоминаю, мы уже практически в 2 кварталах от метро. Точнее, у нас как бы 2 перекрестка, и 3-й это уже метро. Вот там вдалеке, сейчас я приближу, вот этот дом, который, где, сейчас покажу, ну, вот этот. Это там уже улица Хошимина, а метро перед ним. Так, в Москве я видел подобные дома, если не ошибаюсь, в районе Отрадное. Так. Я бы вообще, говоря что-то, что-либо, что где-то есть, Москву вообще бы во внимание не брал, потому что в Москве есть все, так или иначе. Поэтому с Москвой что-либо сравнивать бессмысленно. Уж извините, я как-то никогда Москву в оборот не брал. Как вам Камара новая? Кабриолет. Кабриолет. Я эпиграфом сегодняшней прогулки было стихотворение Ромы Гонзы. Ну и он в подписи к видео там его стихотворение. Передавайте привет, если кто Рому знает. Вот. Как раз в его стихах, что он мчит на кабриолете от гражданки до просвета. Через дорогу уже парк
Небольшой парчок, ну слушайте, достаточный, чтобы выйти, прогуляться. Видел регулярно, люди совершают пробежки вокруг пруда. Неплохой. И вот такой, назову это островком зелени, островком природе в бетонных джунглях. Это, ну, мне это нравится. Я такое поддерживаю. Я считаю, что все новые районы должны проектироваться с такой поправкой и таким учетом. То зелень надо людям, пожалуйста, оставлять. Не просто пару кустов воткнуть у дома, а какая-то должна быть прям площадь зеленая. Ну да, на этом кабриолете у нас прогулка во влажных мечтах. Было бы неинтересно, я вам сразу говорю. Кабриолет — это такая история. Очень погода подверженная, нестабильная. И вот в том Камаро маленькие окошки, ничего бы мы не увидели. Да и это было бы слишком быстро. Иду медленно, но по времени сами вот оцените. Мы сейчас что там, час без малого 20 минут. Вообще пешеходная прогулка от метро до метро примерно час. Когда ты целенаправленно идешь. Вот, имейте в виду, что от Красной до Синей ветки здесь на севере по проспекту Просвещения примерно час. Вот, там уже виднеется сад Фомина. Дмитрий, я об этом уже 3 раза сказал. Спасибо. Пройдусь по газону. Кстати, вот под осень что-то решили еще и траву скосить. Она тут и не высохнет толком. Убрать ее никто не уберет. Она сейчас лежит и не сохнет. Пруд, кстати, с рыбой, зарыблен. Ну, мне хочется в это верить. По крайней мере, я очень сильно тогда буду переживать за вот этих товарищей, которые с удочками, что они сидят зазря. Но вот, надеюсь, они не зазря, и рыба в пруду есть. Господи, тут сколько криков-то. Сколько криков. Рутинный карантин. Ага. Что-то хочет, точнее, имеет сказать. Ой, там как раз вон краны виднеются. Что-то строят на берегу, к сожалению. К сожалению. Ладно, идем дальше. Да, я, слушайте, я же там вначале говорил, что вообще планировал идти в дождевике, в сапогах резиновых, с зонтом. Я вот сейчас что-то над собой посмеялся, что если бы я все-таки домой не вернулся
и не переоделся, я бы сейчас тут шлепал в таком виде, как будто, не знаю, на рыбный промысел, на рыболовецкий трейлер, как это называется правильно, там, где их волнами окатывает с ног до головы. Вот я вот буквально так был одет. Сейчас нет, нормально налегке, только с зонтиком. Что-то интересное у нас справа. Школа искусств на районе. Вот тут с таким крылечком и скульптурами над ним. Так, это мы сейчас перешли улицу Есенина. А нет, Есенина следующая. Это получается, у нас школа искусств находится на территории сада, что ли, Фомина. Или прилегает к нему. Да, Есенина вот следующий перекресток. Красивая входная группа. Да, тут и без надписи можно было понять, что это имеет отношение к искусствам, ну как минимум к музыкальным. Да? Как? Людей стало больше, нет? Как ваше это ощущение, наитие? Здесь, наверное, тоже сейчас перейдем на противоположную сторону. Придется, конечно, много постоять на светофоре. Потому что следующий у нас как раз уже проспект Энгельса. Я думаю, там на светофоре, там на том перекрестке не бегать. Сейчас здесь перейдем спокойно. Еще раз вам покажу трамвайные пути. Свеженькие. Наглецы мешают. Есть еще старые вагоны на 20-м маршруте. Дедушка бессмертен. Вот положили вот эти новые плиты бетонные, а под ними такая резиновая подушка. Ну и под самими рельсами тоже. Ну и считается, как будто бы бесшумные трамвайные пути сделали. Да, Дмитрий, рад, что вы замечаете. Опять же, мне вот чем нравится, та же Гражданка, Академка, Просвет, Озерки в меньшей степени, но люди, выходя из метро, сразу же от метро рассредотачиваются в разные стороны, таким веером, лучами солнца, что ли, можно это сравнить, в разные стороны.
И нет скопления, нет скученности. То есть скучность только у самого метро, да, когда вот как точка притяжения. А дальше все размазываются. Ну, в отличие от, наверное, Рыбацкого, наверное, Дыбенко. Ну, Дыбенко тоже там. Тоже Девяткина. Это вот одна человеческая колбаса, которая идет в одном направлении, в одну сторону. Но здесь уже и правда больше каких-то местечек с кофе, с овощами, лавочек более мелких, такие как бы на ход ноги, что называется, да. И из того, что я точно и достоверно знаю, что прям вот изменилось за последние годы здесь на проспекте Просвещения, в частности у метро. Сейчас, в принципе, мы подойдем уже к перекрестку, там нам будет более явно виден ТРК или там ТК, как торговый комплекс, там без развлечений особо-то, по-моему, да. Торговый комплекс Норд. Открылся он аж 20 годиков назад, в 2004 году. А до этого времени на его месте, господи, стопэ, что я начал рассказывать? Я говорю, сейчас подойдем и расскажу, и говорю дальше. Так, сейчас подойдем, чтобы вам виднее было, наглядней. Чтобы наглядней. Я пока трансляцию проверю. Кстати, я тут недавно читал новость, что здесь у метро властями в 2024 году какая-то была активность по сносу павильонов незаконно установленных. А сейчас сам смотрю, вот эти вот все павильоны стоят вдоль, да, тротуара, получается. И что, они законны? По-моему, речь была как раз вот про этот павильон и с той стороны два павильона. И там проблема и претензия города была в том, что по договору им нельзя было торговать никаким там алкогольным и прочее, а они, соответственно, осуществляли такую деятельность. Ну и должны были снести. Смотрите, подошли к проспекту Энгельса. Сейчас будем его переходить. Куда дальше? Ну, мы сейчас дальше по проспекту и пойдем. Вот у нас вдалеке виднеется Парнас. Сейчас наведу вам. Вот эти домики там далеко-далеко-далеко. Это уже Парнас. Энгельса уходит дальше. И по левую руку там целый район, микрорайон Парнас. Станция метро Парнас. Налево туда уходит проспект Энгельса. Там станция метро Озерки. Но мы пойдем по проспекту Просвещения. Многие только проснулись. Ничего себе.
Время 1:30. Так, давайте про торговый комплекс Норд. Вот и слева от него станция метро, вестибюль. Насколько мне помнится, по статьям изначально станцию метро планировали делать, не планировали отдельно стоящую. Не знаю, прям про снос какая-то история была прям свежая-свежая. То есть у нас так быстро ничего не решается. А, вот, смотрите, вон там через дорогу бульдозер стоит. Там все ломают. Там снесли. Слушайте, возможно, эти снесут. Опачки. Сейчас я дорогу перейду, вам это приближу. Мы уже на ту сторону перебегать не будем. А приближу, увидите, что павильоны сносят. Здесь вечная кормежка голубей. Здесь, во-первых, им тепло, потому что здесь теплотрасса подходит под асфальтом. И их тут подкармливают. Так, сейчас приближаю. Ниже, ниже. Оп, вот, видите? Там JCB-шка, бульдозер. Погрузчик, или как правильно назвать? Погрузчик, наверное. Ну и руины какого-то из павильонов. Про Норд все-таки расскажу. До 2004 года, все 90-е годы, на этом месте был стихийный рынок. Он как-то стихийно сформировался и очень долго просуществовал. Прямо вот эти вот палаточки. Я даже, мне кажется, какие-то прям вот они, все конструкции были временные, очень сильно временные. Был пустырь, и вот у метро сформировался рынок. Стихийный. Но уже в 2000-е годы, начало его снесли, начали строить этот торговый комплекс, и с 2004 года он функционирует. Так, смотрите, у нас пошли совершенно новые панельные дома. Видимо, серия поменялась. Я говорю сейчас про зеленый дом справа. И вот параллельно проспекту Просвещения, там улица Шостаковича. И вот как раз между Шостаковича и Просвещения все вот одни вот эти дома, вот эти панельки. И я вижу и там дальше они же. Так, а как здесь? Людям. Так, трансляция прерывалась, сама перезапустилась. Вроде сейчас идет. Не знаю, насколько был перерыв. Но здесь мы как раз подходим к развилочке. Вот этот новый домик, который тоже начали строить где-то в начале 2010-х годов. И налево у нас уходит улица Хошимина. Пишется слитно. Так, надо успеть перейти. Если мы по этой улице Хошимина прямо пойдем, то мы упремся в озера. Станция метро Озерки названа не случайно. У нас располагаются здесь 3 озера друг за другом. Верхняя Суздальская, средняя и нижнее большое Суздальское озеро. Ну и вокруг него частный сектор. Район, я бы его классифицировал как понтовый. То есть там кто смог договориться, выкупил старые домики с участками и построили новые коттеджи шикарнейшие, отличнейшие. Секунд 10 зависли. Ну вот что-то тут связь лаганула, ну благо сама подключилась и хорошо.
Вот. А уже дальше за озерами там Новоорловский заказник. Ну уж не знаю, там правильно, неправильно, там эти все Парголова и прочее, прочее, прочее начинаются. Но там уже не так престижно, потому что очень далеко от выездов, от метро и от жизни. Хотя де юре это также город, прописка городская. Но де-факто, конечно, Юрий, а мы еще продолжаем. Мы по проспекту Просвещения гуляем, и пока идем уже от Энгельса, а начали мы от Гражданского проспекта. По вашему нику можно понять, что вы здесь местный. О, вот. Памятник Хо Ши Мину. Но, как я и сказал, что название улицы Хо Ши Мина, она напрямую с Хо Ши Мином не связана. Она названа в честь города Сайгона, который сейчас носит имя Хо Ши Мина. Пишется поэтому слитно. Да, что называется, помню, как этот дом строили. Помню. Уже в 2000-е годы, конечно, настыкали вот эти, сейчас прямо по кадру, торговые комплексы на зеленых островках. Печальненько. Ну да, нам здесь до Выборгского шоссе буквально там, не знаю, 2 перекрестка, и мы в конце просвета. Так, у нас получается будет улица еще Симонова и Композиторов. Ну и там уже Выборгское шоссе. Вот, а по поводу кто-то что-то пропустил, ну, друзья, я предупреждал. Оповещение, точнее стрим создан еще вчера. Если вы подписались на канал и поставили колокольчик, то уведомление вам должно было бы прийти. И повторно дублируются какие-то новости, анонсы в телеграм-канале. Все ссылки в описании. Там ссылки на возможность поддержать меня, поддержать канал. Хотя бы даже на чашку кофе с булочкой. Так, здесь корабли продолжаются, вот я смотрю. Так, жил на Гражданке до 75-го. Считаю, что исторически Гражданка это от Большой Спасской до Муринского ручья. Все остальное притянуто за уши. Интересно, до Муринского ручья. Ну а что? А как? Надо было как-то иначе назвать. Я бы до Муринского ручья это Академкой называла, не Гражданкой. Хотя, да, проспект Гражданский. Да. Старожилам видней. Мне не интересно. Спасибо. Сегодня мы платим.
через дорогу опять же мы видим уже как бы так фасады осовремененные, но типовые советские такие встройки под, опять же, что-то мне все-таки хочется назвать коммерческую недвижимость, но под торговлю. Это или были продуктовые магазины, универсамы, всякая галантерея, промтовары, все. То есть как-то было аккуратно, не ляписто. С одной стороны и в меру вроде было, да, а с другой уникальности, какой-то индивидуальности тоже хотелось. Но вот сейчас оно смотрится, какие забавные голуби. Сейчас вам приближу. На проводах грозди голубиные. Вот есть грозди виноградные, а тут у нас голубиные грозди. Получается на фоне дома корабля. Очень интересная история вот с этими балконами, да. Вот так спроектировали, что у кого-то будет просто комната побольше, а у кого-то балкон. Ну вот люди себе немножко пространства, ну понятно, что не увеличили за счет комнаты, но балконы стеклили. И все архитектурное решение пошло по одному месту. А это что такое? Это что за непонятно, то ли балкон, то ли кто? Вот это вот что за аппендиксы? И причем они, получается, смотрят в стену дома напротив. Такое ощущение, что просто здесь не доделали. Возможно, планировали соединительные балконы. Есть такие дома, которые соединяли такими балконными переходными. И у вас получалось, что балкон в квартире не вдоль дома, да, а просто как мостик между домами. На таких балконах их, конечно же, не стеклили сначала, а потом начали стеклить, и получалось, что окна на две стороны, то есть, ну, просто мост. У вас мост. В стену, правда, ну ладно. За дома сказать, что хочу. Вот мы видим вот эту линию, это толщина плиты. То есть плиты достаточно толстые, с утеплителем. Они, возможно, даже там трехсоставные. Внутренняя часть утеплитель. Теплые дома должны были быть. Шумоизоляция вроде как тоже в этих домах хорошая. То есть за эти все серии писали неплохие отзывы жильцы. Ну и ладно, вернемся к зелени. У нас костры рябин виднеются. С правой стороны дороги там у нас корабли идут. Под корабли, кстати, по шумоизоляции отвратительные. Там какой-то применен, ну сам вот скелет дома, он внутренний. И если кто-то где-то там пытается перфоратором картину повесить, то весь дом дрожит. Все слышат. От 1 до 9 этажей. Такая прекрасная слышимость. Ну и какой-то там марки бетона использовались. Очень
жесткие, что как раз перфоратором одну дырочку приходилось делать подолгу. А не дай бог у вас был ручной перфоратор, да, вот кто застал вот эти времена отсутствия электроинструмента и вот эти ручной дрелью, таким ударным механизмом приходилось ковырять стены в квартире, дабы что-то повесить. А как у нас получается, интересно? Нумерация домов начинается от Выборгского шоссе. Кстати, да, это есть такой, да, я вспомнил. Только что-то сам увидел, только сейчас вспомнил. Нумерация у нас с той стороны проспекта. Но мы же гуляем оттуда, получается, с конца, что ли. Хотя я вам в самом начале сказал, что проспект Просвещения начал застраиваться от Руставели. Первый этап — это от Руставели до Гражданки, дальше там от Гражданки до Культуры, ну и вот так далее. И там есть, если посмотрим на карту, есть несостыковочка в нумерации домов. Сейчас я даже остановлюсь, открою карту и примерно на проспекте Культуры приближу до номера домов. То есть здесь у нас 47, 20, 66, 62, вот 66. А через проспект Культуры какие номера у нас домов? 68, значит так, не Культуры, 70. Тут пока совпадает, тут пока неплохо. Так, Ольги Форш 76. Блин, где-то была нестыковка. Такой как бы скачок был. Так, вот тут что за дом? 60, 54, 50, 48. Странно. Короче, ладно, пока для меня загадка. Строили с одного края, а нумерация с другого. Это ж надо было как-то в голове держать четкий проект, какой-то план, его придерживаться. Вот, последний перекресток на нашем пути — это улица Композиторов. Улица не прямая, она идет по дуге. Интересная такая у нее конфигурация. Но до Выборгского шоссе мы сейчас все равно дойдем. Добрый день, добрый. Вот, то есть мы вот видим, что улица у нас сейчас прямая, идет и делает поворот налево по дуге. Такая дуговая. Улица Композиторов. Здесь нас уже встречают дома высоченные. И вот, как я вам сказал, прямо у нас Выборгское шоссе, а за ним озеро. Одно из 3 озер, как раз большое, нижнее большое Суздальское озеро. И, видимо, в квартирах, у которых окна выходят на противоположную сторону, имеется отличный вид на озеро. Там вокруг озера лес, там частная застройка, то есть все частные дома маленькие, много-много зелени. Должно быть хорошо. Но только у тех, у кого окна выходят, повторюсь, на противоположную сторону дома.
из Европы, у нас тепло плюс 10. А из Европы какой? У нас вот тут был зритель из Италии, например. Или что у нас? Сейчас пошучу, но это просто это шутка. Украина це Европа. Так вот, из какой Украины-то, какой Европы-то вы? Скажите. Мы из Германии. Германия страна не маленькая. Сколько я себе знаю и представляю. Север Германии достаточно сильно климатически отличается от юга, да, от баварской части. Плюс 10, ну. У нас плюс 14, например. А может и даже теплее. Вот у меня даже руки не мерзнут. Уже снег тает. Ну, понимаем, да, у нас вот дома уже заканчиваются, впереди нас ничего нет. Слева один из торговиков, парковка, большой торговик Окей. Удобно заехать на машине, закупиться и ехать себе дальше, за город. Здесь Выборгское шоссе. О, ничего себе, собака на задние лапы вставала. Выборгское шоссе, выезд за город. Как ни странно, в сторону Выборга получается. Ну вот так, переключусь. Такой у нас проспект Просвещения. Тут, наверное, я буду... Давайте я вот делаю по-другому. Вот так на себя наведу. Вот такой проспект Просвещения, такая сегодняшняя прогулка. Больше дальше не пойду. Смысла не имеет. Это будет совершенно другая история, в другой раз. Всем, друзья, приятно, что вы подписались. Если еще нет, то это сделайте. Напоминаю, вы на канале «Откройте Питер. Прогулки по Петербургу». Я дорос до того, что мой контент, наши с вами прогулки воруют другие люди и выкладывают у себя на каналах, затирая все названия и иконки. Ладно, друзья, спасибо, что были со мной.